Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня мы продолжаем наше путешествие по Германии. И сегодняшняя наша экскурсия по одному из красивейших городов Германии – Дрездену. И в самом начале хочу попросить вас ставить лайки, писать комментарии, подписываться на мой канал. Вам это не сложно, а мне будет очень приятно. Дрезден – это город, который действительно стоит посетить. Он довольно интересный, живописный и с большим количеством архитектурных и культурных ценностей. Мы прогуляемся по улочкам города, посмотрим основные достопримечательности, и я вам расскажу интересные факты, чтобы у вас сложилось общее впечатление об этом городе. Почему же Дрезден называли всегда жемчужиной Саксонии? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно немного углубиться в историю. Первое упоминание о городе датируется 1206 годом, а уже с 1547 года Дрезден становится столицей Саксонии. Наибольшего расцвета Дрезден, как и вся Саксония, достигает в начале XVIII века при Августе Сильном. Именно при нем Дрезден приобрел знакомый облик в стиле барокко. В результате наполеоновских войн значение Дрездена снизилось, но он по-прежнему остался одним из культурных центров Германии. И еще один исторический момент, о котором нельзя не упомянуть. В конце Второй мировой войны с 13 по 14 февраля 1945 года центр города был разрушен в результате ударов английской и американской авиации. Число жертв составляло около 200 тысяч человек. Восстановление же исторического центра заняло почти 40 лет. Это говорит о том, что очень легко все разрушить и как же сложно построить и восстановить. А сейчас мы с вами находимся на Театральной площади перед Дрезденской оперой. В центре площади расположен прекрасный памятник из бронзы королю Саксонии Иоанну. И, конечно же, памятник поставили этому королю не просто так. Король был разносторонней личностью. Он прославился как юрист, лингвист, ученый и переводчик. Именно он был инициатором строительства Дрезденской оперы. Хочу добавить еще несколько слов о Дрезденской саксонской государственной опере, которую еще называют оперой Земпера. Здание оперы было построено по проекту Готфрида Земпера в 1841 году. Дважды здание подвергалось разрушению в результате пожара в 1869 году и в результате бомбардировки в 1945 году. После пожара строительными работами руководил сын Земпера Манфред. Сам же архитектор консультировал сына посредством писем. Эти письма, сохранившиеся в архиве, помогли восстановить здание уже в XX веке после бомбардировок. Одна из главных достопримечательностей Дрездена – это, конечно же, Цвингер. Он расположен с правой стороны от Дрезденской оперы. Во время посещения Цвингера на его территории велись реставрационные работы, поэтому дворцовый комплекс во всей красе нам увидеть, к сожалению, не удалось, но специально для вас я нашла фотографии в интернете. В 1709 году Август II Сильный, Курфюрст, о котором я уже упоминала, решил превратить старую крепость Дрездена в роскошный дворец. Архитектор Матеус Даниэль Попельман предложил свой проект, который понравился Августу, и в 1715 году начались строительные работы.
Впоследствии Цвингер стал излюбленным местом для проведения придворных праздников, фейерверков, театральных представлений. И хочу добавить несколько слов о самом Августе Сильном. Он не только был курфюрстом Саксонии, но и одновременно королем Речи Посполитой. Именно Август Сильный создал все условия, при которых могли творить выдающиеся мастера, и за короткое время Дрезден превратился в центр искусств эпохи позднего барокко. Скажу несколько слов об архитектуре Цвингера. Основная особенность – это необычайная пышность и насыщенность декором. Около 130 больших статуй из песчаника украшают постройки Цвингера. Шедевром Цвингера считается маленький квадратный дворик «Купальня нимф». Водный каскад, изогнутые лестницы, причудливые морские чудовища – все это создает ощущение фантастического царства. Также в зданиях Цвингера находятся музеи, среди которых Дрезденская картинная галерея, в которой хранится 750 картин старых мастеров. Среди шедевров галереи известная всему миру Сикстинская Мадонна Рафаэля. Что еще можно посмотреть в исторической части города? Здесь расположены как минимум 4 известные церкви города. Хофкирхе, ее вы сейчас наблюдаете на экране, Кройцкирхе, Фрауенкирхе и Драйкёнигскирхе. Все они имеют свою необычную историю. Например, храм Хофкирхе – это кафедральный собор Святой Троицы, бывшая придворная церковь. Сейчас в подземелье церкви покоится 49 представителей династии Веттинов, которые правили Саксонией несколько столетий. А в особой медной капсуле покоится сердце самого Августа Сильного. Церковь Святого Христа Кройцкирхе известна во всем мире благодаря хору мальчиков. Серебристые голоса детей остаются драгоценной традицией этого храма. Однако символом Дрездена является церковь Богородицы в стиле барокко Фрауенкирхе. Август Сильный, курфюрст, был далеко не святым человеком, и современники приписывают ему более 300 внебрачных детей. Однако именно по его распоряжению был возведен этот прекрасный храм. К сожалению, храм был полностью разрушен во время бомбардировки в 1945 году и целых 44 года оставался в руинах. После объединения Германии на восстановление храма были собраны средства, и торжественное открытие церкви Богородицы состоялось в 2005 году. И еще расскажу о собственных впечатлениях. Гуляя по улочкам Дрездена, мы обратили внимание, что часть архитектурных сооружений черного цвета. Создавалось впечатление, что здание будто бы только после пожара. Но оказывается, виной всему кремовый песчаник, из которого построены большинство зданий. Со временем песчаник потемнел от влаги и сырости, поэтому здания слегка могут навевать тоску. Но в целом город имеет свою изюминку, я бы сказала, невероятной пышности и грусти одновременно. А сейчас мы с вами подойдем ближе к еще одной достопримечательности. Это панно «Шествие князей». Композиция из фарфоровых плит выложена на одной из стен Дрезденского замка-резиденции. На панно изображены правители Саксонии,
все те же представители династии Веттинов. Панно выложено из 25 тысяч плит. Удивительно, но панно чудесным образом не пострадало во время бомбардировок в конце Второй мировой войны, поэтому гости города и сами горожане могут любоваться самым большим в мире фарфоровым панно в оригинале. А сейчас мы с вами выходим на набережную реки Эльбы, которую по-другому называют еще террасой Брюля. Терраса простирается примерно на полкилометра между мостом Августа и мостом Короллы. Террасу также называют балконом Европы. Отсюда открывается прекрасный вид на реку Эльбу, и очень хочется сделать фото на память. В конце XIX – начале XX века первоначальные постройки Брюля были заменены на более современные здания, среди которых музей Альбертинум, Академия искусств и другие здания. За время пребывания в Дрездене нам удалось посетить два музея. Это Альбертинум и музей «Зеленый свод». О них я вам расскажу в следующем видео. И последнее, что мы с вами сегодня посмотрим в нашей экскурсии, это парк Гроссер-Гарден. Местные жители называют парк «зеленым сердцем Дрездена». Парк является ярким примером ландшафтного дизайна в стиле барокко. В центре парка находится прекрасный дворец с озером, по которому плавают лебеди. Парк был основан по приказу курфюрста Иоанна Георга III в 1676 году. Он предназначался для придворных праздников и увеселений богатой знати. Сейчас же парк – это любимое место отдыха горожан и гостей Дрездена. Рядом с парком находятся также и другие интересные места для туристов. Это зоопарк и ботанический сад. Наша экскурсия заканчивается. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать отзывы и комментарии под видео. С вами была Светлана. До новых встреч на моем канале.